Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декабрь 2025. Старинный цыганский пасьянс «События на пороге». Вот буквально давайте с вами узнаем, какие же события, разложим карты пасьянса, никогда не зная, что совпадет, маленькие карты с рандомным значением. И может быть, это как начало декабря. И последний месяц уходящего года мы строим планы на будущее, подводим итоги. Давайте узнаем, какие тайны нам с вами раскроют карты. А я должна сказать, это у нас период планетарно ретро-урана в Тельце. Один в один напоминает то, что было в прошлом году, декабрь 2024 и январь 2025. И поэтому для тех, кому будет интересно, хочу пригласить посмотреть видео за декабрь 2024 года, с чем были связаны события, или вспомнить, как будто открутить киноленту собственной судьбы назад. Кстати, по видео я оставлю ссылку в описании под видео именно на 24 год для вашего знака зодиака. Вспомните, какие, в принципе, у вас были вехи важные в жизни, какие вопросы выходили на первый план, чем вам доводилось заниматься. Вот здесь где-то может быть как напоминание. Итак, с какими неожиданностями вы можете столкнуться с первых дней месяца? Как события или обстоятельства повлияют на вашу жизнь? Или в чем вам доведется принимать важные решения? Может быть, с чего все начинается? Идем дальше. Радость, мои дорогие. Что-то вас порадует. Буквально это первое значение. Давайте узнаем еще. Может быть, с чем эта радость связана? Ну, вот у кого-то радость конкретно с возможностью, скажем, передвижения, какой-то поездки. Я не утверждаю, может быть, это и к вам кто-то приезжает, и для вас это радость. Или осуществить переезд, но дорога выпадает. Я могу, конечно, допустить, что это сами по себе разрозненные значения, и дорога, и радость, да, и как-то они не взаимосвязаны. Но это уже намечается, мои дорогие весы, какая-то активность. Смотрим, что еще. Любовь, верность, лебедь. Но будьте внимательны. Вот смотрите, выпадает маска. Маска — скрытый враг. Это тот человек, который может нам транслировать одно, а думать совершенно другое. Или затаившийся какой-то товарищ, который вовсе не товарищ. И тогда нужно быть предельно внимательным. Конечно, вот как будто в одной плоскости это у нас идет с лебедем, да? Сплетни, мои дорогие. Говорят одно, и значит, информацию нужно перепроверять. Вообще речь не стоит о доверии. Наверное, весь период, я бы даже сказала, до 4 февраля не самый лучший, если мы говорим о доверии. Может быть, это, хотя, в общем-то, маска уже где-то преднамеренность есть, но тут, знаете как, один сказал, второй разнес этот слух. Тут может быть сбивчивая информация. С одной стороны, могут быть люди, которые не затевают ничего плохого, а с другой стороны, все равно, может быть, карта сама дает совет: прибереги маску за пазухой, ведь мы не знаем. Может быть, это связано с конкретной персоной, как оппонент ваш, да? А может быть, эта карта дает совет вам. Ты сам тут не торопись и где-то перепроверяй информацию, потому что то, что мы слышим сегодня, вполне вероятно, начнем искать, откуда ноги растут у этой информации. И истина окажется где-то рядом, ну, совсем не там, что нам пытаются транслировать. Вам как будто солнце, мои дорогие. Посмотрите, солнышко выпало. Вам нужно беречь. Конечно, прояснится какой-то вопрос. Прояснится какая-то тема. Сама по себе радость, но может быть радостное известие, а потом как-то разворачиваются события, поэтому нужно и себя беречь, и то, что вам дорого, и любовь, да, или ваших близких, того человека, кто к вам искренне относится. Но это еще карта выбора правильного направления, мои дорогие. Приготовьтесь, что, возможно, вам придется принимать важные решения, и это будет, скорее всего, ну, чего-то фундаментального.
И это может быть у нас что? Если мы говорим, в принципе, Уран, ретро-Уран в Тельце в это время – это все вопросы благополучия. И стало быть, откуда к нам приходят деньги? Каким образом вы зарабатываете? Из каких источников? Вопросы дома конкретно. Сам дом, да, жилище, место пребывания. Может быть, какая-то рабочая ситуация, мои дорогие, с вашими достижениями или на будущий период. Ведь по Солнцу это мы ориентируемся месяцев 6-8 на последующий период. Вот вам придется какую-то перерокировку явно делать. И смотрите, рядом выпадает колокол. Это какое-то известие. Известие, которое совершенно неожиданно. Это может быть известие в средствах массовой информации. Это то, что мы даже не предполагали, что такое может быть. И это не вы инициировали, это именно либо через людей, либо, как я говорила, новостная какая-то палитра идет. Для нас несколько неожиданно. Может быть, вот как раз сохранять самого себя и свое солнце, я имею в виду правильные какие-то мудрые решения вам доведется принимать. И это как раз связано с чем-то более фундаментальным, что я только что сказала. И где-то вот эта маска, она вам тоже совершенно необходима. Смотрим, что мы можем еще с вами соединить, потому что в нашем раскладе, пасьянсе, крайние карты, точнее, в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали мы тоже можем складывать. Солнце у вас выпадает, да? И смотрите, у вас выпадает еще, ну, как подкова. Конечно, это символ семейного счастья, домашнего счастья, или здесь у вас тем более любовь, взаимоотношения с родственниками, с близкими. Сам по себе, опять же, дом. Но вот явно вопросы жилища и места вашего нахождения, пребывания, мои дорогие, могут выйти на первый план. Все то, что составляет понимание слова благополучие. Что мы можем еще соединить? Листва ожидания. Вот интересно, ожидание и маска. Где-то это совпадает с тем, что я говорила. Не торопитесь выносить вердикты, да, то есть имейте маску за пазухой. Ну, это я уж так говорю, утрированно. Но почему? Потому что ты еще пока не видишь, какая-то ситуация будет развиваться дальше. Вот, кстати, тут ведь может быть и такой маневр, когда вы не торопитесь, да, с какими-то резкими суждениями, или кому-то не говорите четко «да», или кому-то не отказываете четко «нет», оставляете себе пространство для маневра, потому что вы просто сами можете что-то не видеть. И как будто нам говорят: ты подожди. И вот потом приходит это известие. Тут все равно все встанет на свои места, не случайно солнце. Но, может быть, приготовьтесь на всякий случай к тому, что это может быть каким-то не совсем вами ожидаемым образом, мои дорогие. Сама по себе какая-то неожиданность может быть, которая приходит даже через информацию. Или это может быть связано с человеком. И у вас еще совпадает сердце. Причем дорога как будто к сердцу. Ну да, тут не просто дела домашние, да, вот мы говорим, как сам по себе дом. Но здесь еще и домочадцы, или ваши близкие, или ваш любимый человек. Может быть, это кто-то вашего сердца добивается, или вы чьего-либо сердца тоже хотите добиться, покорить как будто. Смотрим, что еще совпало. И, откровенно говоря, я не вижу, мои дорогие. Да, давайте пойдем с вами дальше, продолжим. Итак, что же там на декабрь для весов? И первая карта, что уйдет или что завершится. А что придет взамен? Какие события идут на ваш порог, в вашу жизнь? С чем это будет связано? Или с кем? То есть именно что-то новое. Может быть, вы завершите какое-то дело, как точку поставили, и уже к этому не возвращаетесь. Вот это мы с вами узнаем. И третья карта. Чего опасаться, за какие, может быть, дела не браться, в чем нужно проявить осторожность с определенной долей, ну, внимания отнестись к чему-то. Или, ну, как бы так вот двояко, да, пока что-то непонятно. Вот где-то мы будем прояснять вот этот момент. Дальше, по основным сферам жизни. Что ждать? Сфера любви, личных взаимоотношений.
ну и в целом взаимоотношений. Чего ждать в сфере финансов и чего ждать — это ваше достижение. У кого-то работа, у кого-то это будет бизнес или важные встречи, важные согласования, документы, учеба, у кого что. И что прояснится. Вот давайте, что же там уйдет или что вы завершите. Мои дорогие весы, вы можете завершить какие-то договоренности. Здесь может именно, потому что император — это символ власти. Поэтому какие-то важные вехи, договоры — это все то, что мы оформляем, скорее всего, либо на бумаге, либо это было прежде уже в договоренностях узких. Теперь вы будете перекладывать уже на документ, когда что-то подписывать. Вы, правда, можете завершить какой-то очень важный, знаете, такой период жизни, который будет напрямую связан с подписанием соглашения, договора, какого-то контракта, важной бумаги, получением такового или такой бумаги. Потому что по императору это идет еще и структура, мои дорогие. Для кого-то что завершится? Ну, вопросы карьеры. Вы можете сами принимать где-то решения, да, что все, вот я меняю свою собственную какую-то внутреннюю политику, скажем так. Но вы можете еще и столкнуться с тем, что даже банально меняется на работе руководитель. Какие-то силы, понимаете, которые обустраивают новый порядок. Вот это уже как, ну, как момент перехода происходит где-то в декабре. Это то, что мы не можем вернуть назад. Уже будет по-новому как-то. И структура, и порядок, может быть, новые люди, какая-то система отстраивается, мои дорогие. Может быть, это связано конкретно с человеком, да, с тем человеком, который тогда по императору, ну, достаточно силен, имеется в виду не физическая сила, а есть рычаги влияния, есть такие элементы или как ресурсы в руках императора, когда от его слова что-то да зависит. Может быть, в вашей жизни есть такие люди. Но тогда у нас выпадает тут и радость, мои дорогие. Может быть, и есть какие-то неожиданные моменты. Но от того, как вы договоритесь с этим императором, будет зависеть качество жизни. Это как основа основ, мои дорогие. Поэтому будьте гибче, потому как мудрый император, он знает, что есть две составляющие, на которые он не влияет при всей своей власти. Это то, что думают люди, людское мнение. И второе — это обстоятельства. Иногда складывается такой вихрь, и нам нужно не пытаться его, как знаете, преодолеть. И вот, кстати, декабрь месяц, нам не говорят что-то крушить, ломать и начинать заново. Нет, тут проскользить надо по волне судьбы, мои дорогие, ну как-то так. И вы великие дипломаты. Вот, видимо, вам придется явно в чем-то проявить дипломатию, чтобы завершить какие-то спорные вопросы. А что придет взамен? Что вообще идет на ваш порог? Умеренность. Ну вот я только что об этом сказала. Не торопитесь все крушить, ломать, резко перестраивать, потому что всему свое время. Два старших аркана. Всегда, когда старшие арканы, это именно события внешнего порядка или то, что мы слышим от других людей. Мы это не инициировали, но нам приходится с этим взаимодействовать вплотную. Или вы слышите даже какую-то новость, мои дорогие. Эта новость, пусть она не вами инициирована, но она каким-то образом, или пусть это даже решение конкретного человека, но на вашу жизнь это оказывает влияние. Вот к этому будьте готовы тут, потому что какая-то идет перестройка, перерокировка. Что-то завершается, чтобы было больше порядка. Старый как порядок, уклад какой-то завершается. А что нового? Но тут, видимо, не время такого, знаете, импульсивного старта. Вот об этом видимо, нам хотят сказать карты. Ну, давайте достанем. Что идет на ваш порог? Какие события или какой человек? Вам придется принимать окончательное решение. Я часто называю туз мечей выход из лабиринта. Вот какой-то лабиринт у вас заканчивается. И, видимо, решение, или я тут говорила, выбор какой-то нужно делать. С чем это связано? Деньги. С людьми это может быть связано. По шестерке пентаклей всегда есть те люди, которые нам оказывают либо содействие, либо могут прийти на помощь. Мои дорогие, точно так же это может быть ситуация, когда вы просто для себя решаете какой-то финансовый вопрос. Когда вы пересматриваете, откуда к вам приходят деньги, каким образом, как бы, да,
И тут разные совершенно могут быть способы, потому что мы все разные. Но я должна сказать, по этой карте, если мы хотим, к примеру, погасить какой-то кредит, да, или вот последний какой-то платеж, и вам это нужно сделать до определенной даты, то тогда находится тот человек, который нас вот выручит этой суммой на какое-то время. По этой карте точно так же иногда люди приходят на помощь, или не люди, а вот один какой-то человек, который дает дельный, цельный совет. Не просто так советы ни о чем, а именно которые по жизни, да, может быть, сам сталкивался с подобной ситуацией или имеет какие-то контакты, связи. Вот здесь даже кратковременная какая-то история с взаимодействием, хотя это может точно так же говорить о том, что вы перестраиваетесь сами, потому как меняется внешняя обстановка, и вам нужно теперь, совершенно необходимо, пересмотреть кардинально финансовую свою историю, стратегию и тактику, дабы себя не обесточить именно финансово. Ведь эта карта больше, именно как я говорила, она нам помогает, иногда есть такое значение, что высшие силы помогают, или, ну, сложится для вас какая-то удобная, скажем, или ситуация, которая как не случайная случайность. Вот такое тоже для кого-то может быть. Именно связанное с человеком. Но вы сами можете искать такого человека для того, чтобы обустроить какой-то вопрос или решить финансовый вопрос. Но тут это работает только в одну сторону, эта карта. Когда к нам приходит на помощь, и мы ее благодарно принимаем. А когда у нас просят деньги, вот тут сразу карта говорит, рука дающего завтра может стать рукой просящего. И предыдущие две карты, мои дорогие, что нового идет в вашу жизнь. Вам придется как-то по части финансов принимать однозначные решения, а потом, может быть, искать вот так дипломатично подход, чтобы даже, к примеру, кому-то сказать «нет». Вот как раз что-то такое может быть. Чего опасаться, за какое дело не браться? А ведь и правда, на вас могут, может быть, даже, кстати, карта маска, ну вот так завуалированно скрыто давить, чтобы вы проявили участие в каком-то деле, одолжили деньги или чтобы вы согласились с какой-то позицией. И карта семерка жезлов говорит, ты можешь согласиться, но в том случае, когда не на авось этого решения твое будет, а когда ты видишь в этом продолжение. У вас тем более выпадает солнце. По семерке жезлов на нас, ну, как-то пытаются воздействовать люди, чтобы мы проявили в чем-то участие или кому-то помогали. А здесь двое как будто спасают свое добро. Вот буквально от наводнения, да, закрываются. И карта больше говорит, отступи полшага назад. Вот чего опасаться, когда мы где-то по накатанной колее. Вот всегда так было, вы всегда, к примеру, даже финансы, вот рядом позиции у нас, да, четко. Что нового? Может быть, для вас это несколько неожиданно. Появится какой-то человек, который будет вам рассказывать о своей истории, просить у вас где-то помощи, выручки, и вы где-то прочувствуете, что да, человеку тяжело. А вот тут нужно все равно подумать о себе. Как минимум, как это согласуется с вашими личными планами, к примеру, тратами или с тем, что вы хотите осуществить. Потому что перед тем, как на что-то согласиться, лучше иметь как минимум запасной аэродром, отступить и подумать. И вообще карта говорит, не включайся в те вопросы, которые нужны кому-то. И поэтому, если вас к чему-то призывают, на что-то уговаривают, мои дорогие весы, будьте сами по себе. Аналитика это вам помогает. Итак, что ждет или чего ждать в сфере любви? Праздник после победы. Ну, тут у вас и правда, тут и любовь выпадала, и сердце выпадало. Вопросы дома часто идут по этой карте. Это сам дом, это благополучие и взаимопонимание. И для тех, кто в паре, то тут может быть подготовка, уже декабрь, да, к праздникам, подарочки, приводить в порядок свое жилище. Это все прекрасно. Может быть, где-то и финансовая стабильность, кстати, об этом тоже говорит карта. Не просто победа, да, это та победа, которая уже есть. И, кстати, у нас шестерка пентаклей – это
карта финансового успеха, поэтому деньги есть, деньги будут. Но есть риск с учетом семеркой жезлов, как будто спустить эти деньги и остаться ни с чем. Вот поэтому неважно, кто к чему призывает, может быть, это и домочадцы, то тогда вы, ну, как-то красиво, элегантно, как вы умеете, мои дорогие весы, должны что-то просчитать, но никак не просчитаться. Для тех, кто планирует, может быть, переезд, да, это какие-то темы именно связанные со стенами, да, местом проживания, но тогда это тоже какой-то вариант может быть, который вас устраивает. Вот, кстати, да, у кого по жилью есть какие-то вопросы или важные согласования, подписание окончательных документов, которые касаются именно недвижимости. Пусть не все документы будут подписаны, кстати, я могу предположить, к примеру, ну, как вы хотите продать, а потом купить, то тогда вот очень интересный, да, у нас получается триплет. Вы какие-то часть вопросов можете решить в декабре, а часть вопросов перенесется, может быть, на последующий период. К примеру, даже на январь. Такое может быть. К этому где-то будьте готовы. Но, может быть, и потребует вот именно ситуация, которая связана с жильем, одновременно просчитывать что-то и по финансам. Где-то взаимосвязь может быть. Но так или иначе, к финансам будьте внимательнее. Вот что же там финансов, чего ждет? А вот правда, с вашими личными какими-то задумками, с вашими близкими. Король чаш – это часто супруги или партнеры по браку. Может быть, взаимодействие с человеком. В принципе, мы смотрим, откуда к вам приходят деньги. Может быть, и ваша помощь, мои дорогие. И король чаш, персональная карта – это люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. Может быть, это какое-то взаимодействие, помощь, у кого-то совместный бизнес. Но король чаш – единственная карта в колоде, которая отчасти похожа на карту мага. Потому что он как будто одновременно умеет правильно находиться в двух энергиях. Это эмпатия, чувство, чувственность, мои дорогие. Король чаш умеет дарить любовь и принимать любовь. Но материализм – это вторая составляющая. И его сильная сторона, что он никогда не смешивает одно и другое. Если нам нужно что-то рационально продумать, то тогда карта говорит, не добавляй туда эмоций, иначе у тебя будет путаница, а у нас это выпадает на деньги, мои дорогие. И может быть для вас решается какая-то личная проблема, личный вопрос. Что-то вам приятно, что-то вам нравится, радует. Но есть и другая сторона дела, финансовая. И вот там эмоции нужно исключить. Я больше вижу именно так, потому что по финансам явно вам придется какую-то перерокировку, трансформацию как будто делать. Давайте мы узнаем, какие же достижения. Ну, какой-то путь вам придется проделать самим, мои дорогие. Это всегда карта, ну, больше одиночки. Может быть, это имеется в виду, это все-таки на достижение, работа, бизнес, ваши последующие планы. И, кстати, карта говорит, вот маска, да? Может быть, не проболтайся, что ты там собираешься, намереваешься делать. И в то же время рассчитывай, весы, сам на себя или сама на себя. Потому что только ты видишь свою задумку, свою тему, и не надейся ни на кого, никто не придет на помощь. Вот, кстати, мои дорогие, где-то мы можем сказать и по финансам, потому что отшельник – это дервиш. Да, тут во главе угла стоит не финансовая история, а идея, мои дорогие, духовность, ведь это философ. Но, опять же, это только отшельник видит, куда он идет, что он хочет достичь, какой вот этот конечный пункт его жизненного пути. А у каждого тут свои мнения, свои решения. Вот поэтому, если мы готовы какой-то путь пройти в одиночку, и у нас достаточно сил, вам решиться на что-то нужно. Но и карта говорит, тебе никто не мешает. Поэтому рассчитывайте в некоторых вопросах, которые больше будут касаться, к примеру, даже выбора, да, по финансам. Ну, тут от начала до конца, вот мы с вами об этом говорили. Нельзя что-то проморгать, мои дорогие. И вот чего опасаться, карта тоже вторит. Может быть, на какой-то период последующей жизни, когда даже забегая немного вперед, вы понимаете, что надеяться не на кого. Могу надеяться на самого себя. Возможно, это связано с
с какой-то новостью, мои дорогие, когда вы, ну, как подтверждаете свои намерения, что да, нужна у вас дорога, куда-то, например, отправиться. Отшельник идет медленно. Поэтому вы кто-то из вас может даже запланировать какую-то поездку. Смещать где-то сроки, такое я допускаю. Потому что тут все равно есть какая-то вот умеренность, да. Быстро что-то мы не решим. Мы можем ведь в любой сфере жизни это применить, правда, карту. Но тут, правда, какая-то перезагрузка. И вполне вероятно, все 3 сферы жизни собираются воедино, в один как будто узор. И финансовая составляющая не на последнем месте. Помните, что деньги – один из способов взаимодействия с миром. Что же у вас, мои дорогие весы, прояснится? Да, все сферы жизни складываются воедино. Прояснится именно вопрос по деньгам, по личным взаимоотношениям и по вашему месту пребывания. Но понятно, что это не для всех. У кого что актуально. Если это касается финансовой истории, я уже не повторяюсь, что нужно делать, ну или какие советы нам говорят карты, да. Если это какой-то более глобальный план, вот император и отшельник. Тут вы знаете как, что еще уходит, вот хочется сказать. Первая карта император, а последний отшельник. Тут может быть связано с какой-то персоной, которая уходит. С которой, ну, к примеру, у вас был совместный бизнес, совместное дело. Было взаимодействие с каким-то человеком. И пусть это даже по работе, к примеру. Вы занимаете, может быть, руководящий пост, или вы как руководитель какого-то подразделения, или на вас лежит мера ответственности, и у вас были прежние контакты, когда вот с конкретным человеком вы вместе сообща принимали какие-то важные решения. Вот в силу разных причин. У кого-то вот как раз проиграется неожиданное известие, или человек уходит, ну или какая-то еще ситуация. И вы понимаете, что теперь, если мы были раньше вместе, то теперь я как будто без поддержки придется идти самому или самой. Это правда. Но это не значит, понимаете, вот ретро-уран очень часто вносит какие-то судьбоносные моменты, не побоюсь вот этого слова, причем очень неожиданные. Никогда Уран у нас не забирает того, что для нас может служить прогрессом. Ведь это планета будущего. Поэтому, мои дорогие, вот для вашего будущего какая-то перерокировка совершенно необходима. И посмотрите, что прояснится. Одна карта именно в этой колоде собирает все сферы жизни воедино. Как и удачу, Божья коровка, да, как будто именно удобный момент. Нам может казаться иногда колокол. Это, знаете, как набат. Боже мой, все рушится. Вот у кого-то может быть даже так. Тогда ничтоже сумяшися, нужно именно свои сильные стороны как-то продумать, вот собственную силу ощутить. Все равно мы продолжаем двигаться, мы не остановились, не бросили все на полдороги. Но мы идем медленно, как бы ступаем, да, смотрим, куда мы будем делать следующий шаг. Вопросы финансов, тут тоже как будто деньги есть, деньги будут, снова повторяюсь. Но вам приходят эти деньги не для того, чтобы, знаете, ну, какие-то, может быть, даже у нас декабрь, дорогие подарки там или вложения делать. Нет, сохрани. Девятка на пороге перемены, мои дорогие. И вся семья в сборе подумать, с кем вы готовы идти дальше. Может быть, это и личная жизнь, может быть, вопросы работы, да, партнерских отношений. Но, в принципе, вот как будто то, чего вы добились, нужно перенести в будущее с учетом тех тенденций, которые сейчас меняются. Ну, вот такой расклад непростой, должна сказать. Мои дорогие весы, я буду благодарна вашим комментариям. Может быть, вернитесь через какое-то время к нашему видео и напишите, как этот период у вас проигрался. Мне будет очень интересно. Я оставляю ссылку в описании под видео, да, на декабрь 24-го. Посмотрите, может быть, подсказки будут. А также приглашаю на свой сайт. Там есть ссылки на мои статьи. Я думаю, для тех, кому интересно проанализировать и где-то предвидеть, где соломки постелить, я думаю, подсказки вы найдете. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за спонсорскую помощь и поддержку, за ваше участие. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.